Привет с берегов Дона! Сегодня мы на берегах реки Дон, которая течет на юге России. Мы в гостях у Марины, Да. которая проводит здесь лето в деревне. Весь отпуск. Маринин дом, избу вы уже видели и знакомы с ее родственниками. Конечно. Немножко и с русской деревни. А сегодня у нас река Дон. Река Дон длинная. От начала Дона до Азовского моря, куда река впадает около города Ростов-на-Дону, 1870 километров. Мы приехали в то место, где Дон начинается. Здесь река узкая и небольшая, а у города Ростов-на-Дону река становится очень широкой. Земля здесь богатая и плодородная. Лесов вокруг Дона почти нет, а холмы и равнины покрыты удивительными по красоте растениями и цветами. На берегу Дона всегда можно поймать свежую рыбу, и никакой лицензии на эту рыбалку иметь не нужно. Земля около Дона очень плодородная. Она называется черная земля, черноземье. Здесь люди выращивают хлеб и занимаются земледелием. Поля здесь бескрайние. Мы стоим в поле, где растет рожь. То, что потом на столе у нас появляется как черный хлеб. Это замечательное растение, это цветок, из которого потом будут делать масло. Цветок называется подсолнечник, потому что он растет под солнцем. Вон оно солнце, и оно всегда повернуто, это растение, к солнцу. Вот посмотрите, какое изумительное поле подсолнухов. Огромные поля подсолнечника растут вокруг Дона. По берегам Дона деревни со старыми названиями: Прилипки, Дубки, Озерки, Орловка, Ивановка. А в деревне нельзя без домашних животных и птицы. Тут утки, гуси плавают в Дону, по двору гуляют необыкновенные куры и петухи. И, конечно, лошадь. Донской казак всегда на лошади. Кстати, о казаках. Кто они, эти страшные бородатые мужики, напугавшие французов в 1812 году? Как казаки здесь появились? Донская земля находилась раньше очень далеко от границ Московского государства, поэтому людей здесь практически не было. С 15 века сюда начали приходить, точнее убегать, из районов Центральной Руси, и не только Руси. Беглецов из русских крестьян было особенно много. Здесь была свобода, или, как тогда говорили, воля. На берегах Дона не было ни людей, ни царя, ни закона, ни государства. Свободные люди собирались и решали важные вопросы сами: как построить жизнь вместе и защитить свою семью, землю, участвовать в военном походе или нет, где и как достать деньги. Так на Дону сложилась жизнь вольных людей, казаков или казаков. Мы говорим и так, и так. Лучше всего казаки умели воевать. Мальчиков сажали на коня и начинали учить военному делу с 3 лет. В мирное время казаки жили как обычные крестьяне, много работали на земле. Ну, а если война, вскочит казак на коня и станет отважным воином войска Донского. К концу XVIII века казаки стали служить в русской армии. С годами независимости становилось в казачьей жизни все меньше, но в отличие от русских крестьян, казаки всегда оставались людьми свободными. Вольные, гордые, казаки сохраняли свои традиции и стиль жизни очень долго, почти до середины XX века. Лучшая книга, рассказывающая о казачьей жизни и характере казаков, это, конечно, знаменитая эпопея «Тихий Дон»
которую написал известный русский писатель Михаил Шолохов. Много песен сложили о Доне. Они очень красивые. Сегодня на прощание мы исполним вам с Мариной очень популярную известную песню, которая называется «По Дону гуляет казак молодой». По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой. По Дону гуляет казак молодой. А там дева плачет, а там дева плачет.